В этом видео я покажу 77 достопримечательностей Праги и расскажу, как самостоятельно до них добраться. Вы узнаете, что можно бесплатно посмотреть в Праге за 2 дня, а также про особенности общественного транспорта, какие есть проездные билеты и как найти самые красивые места этого уникального города. Я дам обзор недорогих кафе и путеводитель с пошаговой инструкцией, чтобы вы легко могли ориентироваться в новой местности. Также я покажу бесплатные обзорные площадки и расскажу, как их найти. Ну а теперь по порядку. Мы остановились в отеле Residence Emmy 4 звезды. Он расположен в 7 километрах от центра города. Рядом находится автобусная остановка и лес. Что касается самого отеля, номера симпатичные и уютные, с современной мебелью, где есть все необходимое для комфортного проживания. Если говорить о завтраке, здесь я бы поставила также высокую оценку, поскольку есть большое разнообразие блюд, при этом все свежее и вкусное. В общем, каждый найдет что-то для себя, исходя из своих предпочтений. До центра города можно доехать за 20-25 минут. Однако придется использовать 2 вида транспорта. Сначала автобус, а потом метро. Все расположено рядом, поэтому долго идти не придется. Общественный транспорт Праги представлен автобусами, трамваями, метро, паромами и фуникулером. Если ваш отель расположен сразу возле станции метро, то другими видами транспорта пользоваться в принципе и не придется, поскольку метро как раз пересекает центр города с его главными достопримечательностями. То же самое касается и трамваев, остановки которых раскиданы по всему городу. Если говорить про метро, оно состоит всего из 3 линий: А – зеленой, Б – желтой и С – красной. Поэтому разобраться в нем не составит никакого труда. Дальше я покажу наше передвижение как на автобусе, так и на метро. Общественный транспорт Праги функционирует каждый день с 5 утра и до 12 ночи. У автобусов и трамваев есть также ночные маршруты, которыми можно воспользоваться с 12 ночи и до без четверти 5 утра. На весь транспорт действуют единые билеты, которые можно купить в желтом автомате на станции метро или непосредственно в автобусе или трамвае. Также их можно приобрести в газетных киосках или через мобильное приложение. Различают такие виды проездных билетов: на 30 минут стоимостью 30 чешских крон или чуть больше 1 евро. Курс валют на сегодняшний день составляет 1 евро 25,22 крон. Кстати, для пенсионеров старше 65 лет, как и для детей до 6 лет, проезд бесплатный. Также выделяют проездной на 90 минут, 24 часа и другие. Если вы покупаете проездной в автобусе, то автомат выдает вам бумажный билетик уже с пробитой датой, так что его компостировать нет необходимости. Вы можете его использовать во всех видах транспорта, пока не закончится его временное действие. Если же вы купите проездной билет в автомате на станции метро, скажем, на 90 минут, то в таком случае уже данный проездной нужно будет единоразово прокомпостировать в том же метро или автобусе или трамвае. После чего начнется его действие, и далее вы сможете в течение 90 минут использовать этот билет и в других видах транспорта, при этом второй раз компостировать его уже не придется. Центр Праги поделен рекой Влтава условно на 2 части. Правый берег с его старым городом и главными достопримечательностями, такими как Староместская площадь, ратуша с часами, еврейский квартал и другие. А также левый холмистый берег, где расположена крепость Пражский град с многочисленными монастырями и дворцами. Прага – это тот город, по которому хочется гулять без остановок, поскольку по пути все время встречаются все новые и новые достопримечательности. Таким образом, если вы хотите осмотреть все главные и красивые места этого города без спешки, то стоит выделить хотя бы пару дней, поскольку, осматривая даже один правый или левый берег, можно потратить целый день на прогулку. А если вы не хотите попасть на толпы туристов, то в центр лучше приезжать как можно раньше, ближе к 8 утра. В это время город будет еще более-менее пустым. Мы решили начать свой осмотр с правого берега. Для этого мы сели в автобус 193 на остановке Икем, которая расположена в нескольких минутах ходьбы от отеля, после чего внутри автобуса мы купили проездной билетик на 90 минут, поскольку с учетом пересадок на метро можно не успеть вписаться в промежуток времени проездного на 30 минут. Компостировать его не нужно, о чем я ранее рассказывала. Кстати, можно было бы сесть и в автобус 138, он также нам подходит. Далее, проехав 5 остановок, нужно выйти на остановке Качеров. Ехать минут 7. Выйдя из автобуса, проходим через переход и заходим в метро красной ветки С. Далее спускаемся на нужную платформу.
Поскольку у нас план от станции Качеров доехать до станции Музеум, где пересекаются красная и зеленая ветки метро, отсюда наше направление и конечная станция будут Летняны. А это первая колея, таким образом поезд нужно ждать с правой стороны, ехать 6 остановок. Дождавшись поезда, садимся в него и следим за табло, чтобы не проехать нужную нам станцию. Выйдя на остановке Музеум, нам нужно перейти на зеленую ветку А. Для этого мы смотрим на указатели и идем в том направлении, куда показывают стрелочки, а именно спускаемся вниз по ступенькам и попадаем на зеленую ветку метро А с одноименной станцией Музеум, где также выбираем нужную нам колею, исходя из конечного направления у поезда и нужной нам станции метро, где планируем выходить. В данном случае нам нужно ехать одну остановку до станции Мустек. Отсюда конечное направление у поезда будет Немоцнице-Мотол. А это вторая колея, расположенная слева. Сев в поезд, выходим на следующей станции Мустек. Выйти из метро можно в разных местах, что показано на указателях. В нашем случае следуем стрелочкам с указателем Мустек Е2, Е8. Кстати, на этой станции можно сразу в автомате купить проездной билет на 90 минут на обратную дорогу, чтобы потом не тратить на это время. Данный билет потом нужно будет прокомпостировать. Это я вам покажу чуть позже, как будем ехать обратно. Покупка билета не составляет никакой сложности, как вы видите. Оплата возможна как картой, так и наличными. Далее, выйдя из метро, можно начать прогулку и осмотр первых достопримечательностей Праги, которые расположены неподалеку. Первое, что мы увидим, будет костел Святого Мартина и скульптура голова Франца Кафки, которая вращается каждый час в течение 15 минут. Поэтому, чтобы полюбоваться данным действием, стоит приходить к началу времени каждого часа. Прогуливаясь по Национальному проспекту, мы увидим церковь Святой Варшилы и два интересных здания, расположенные напротив нее, одно из которых – это знаменитый аукционный дом. Почти сразу возле этих зданий находится также и Национальный театр Праги. Кто желает посетить представление, в описании к видео я дам текстовый документ, где будут ссылки на все официальные сайты достопримечательностей, которые показаны в обзоре, и вы сможете посмотреть часы работы и цены за билеты. Далее можно будет вернуться обратно и направиться к необычной скульптуре висящего Зигмунда Фрейда, возле которой так любят фотографироваться туристы. Пройдя ее, можно будет выйти к знаменитой и красивой улице старого города Карлова. Здесь вы увидите кафе, бары и магазины на любой вкус. Очень советую по ней прогуляться. Далее вы дойдете до Клементинум, где расположена древняя и красивая национальная библиотека, однако в нее не пускают даже по купленному билету. Осмотр осуществляется только через входную дверь. Также здесь можно будет подняться на астрономическую башню, преодолев 172 ступени, и насладиться красивым видом на город. Цены на билеты есть на официальном сайте, который указан. Базовый билет обойдется в 380 крон или около 15 евро. Здесь же вы увидите также костел Святого Франциска Серафимского и церковь Святого Сальватора, напротив которой расположена Староместская мостовая башня, на которую также можно подняться и полюбоваться видом на город. Цены на билеты и часы работы есть на официальном сайте, который указан, и составляют 190 крон или 7,5 евро. Возле башни вы сразу попадете на знаменитый старинный Карлов мост с красивой архитектурой и разнообразными статуями святых. С него можно полюбоваться отличным видом на реку Волтаву и Пражский град на другом берегу. Однако учитывайте, что людей здесь всегда много, даже не в сезон. Прогулявшись по мосту, можно вернуться обратно и дойти до Новой ратуши и Староместской ратуши с пражскими курантами. Это астрономические часы, по которым можно определить старочешское, вавилонское и астрономическое время, а также месяц, год и в каком знаке зодиака солнце. Каждый час на часах оживают фигурки, ходят 12 апостолов и кукарекает петух. Данное представление можно увидеть с 8 утра и до 8 вечера. Если купить билет, можно попасть внутрь и увидеть механизм изнутри. Цены на билеты есть на официальном сайте, который указан.
Пройдя астрономические часы, вы попадаете на Староместскую площадь, где вы увидите несколько симпатичных зданий: дом у каменного ягненка, дом у белого единорога, Тынский храм, вход в который бесплатный, и Национальную галерею. Если пройти в сторону церкви Святого Николая, то там вы попадете на знаменитую Парижскую улицу, которую олицетворяют с Парижем и Елисейскими полями, поскольку здесь расположено много модных и известных бутиков с элитной одеждой и аксессуарами. Также по пути вам встретится синагога, еврейская ратуша, и вы сможете прогуляться по еврейскому кварталу. Ссылку с геометками на все достопримечательности в обзоре я дам в текстовом документе «Инструкция Праги», чтобы вы могли ее использовать для навигатора. Чуть дальше можно будет дойти до Испанской синагоги, которая считается одной из самых красивых в Праге. Ну а далее можно вернуться обратно к Староместской площади. По пути вам встретится церковь, а после нее будет и площадь, пройдя которую вы дойдете до популярной улицы Целетна, прогулявшись по которой выйдете к Пороховой башне. Данная башня находится на площади Республики и является одной из главных достопримечательностей чешской столицы. Пороховые ворота построены в 15 веке, их высота составляет 65 метров, а винтовая лестница в 186 ступеней ведет на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на Старую Прагу. Цена билета составляет 190 чешских крон или около 7,5 евро. Возле башни расположено красивое здание муниципального дома, украшенное статуями, кованым балконом и стеклянным куполом. Внутри здания интерьер также украшен скульптурами и витражами. Цены на билеты есть на официальном сайте. Ну а дальше можно будет направиться к знаменитой Вацлавской площади. По пути вы встретите очень красивое здание Иерусалимской синагоги. Чтобы попасть внутрь, нужно купить билет. Цены указаны на официальном сайте. Пройдя синагогу и повернув направо, вы попадаете к Вацлавской площади, которая является центром нового места в Праге. Фактически мы возвращаемся туда, где начиналась наша прогулка, поскольку станция метро Мустек находится как раз на Вацлавской площади. Вообще на площади расположено множество исторических зданий и памятников. Одно из них является Национальный музей, который находится на верхнем конце площади. Этот музей является главным культурным и историческим учреждением Чехии. В центре площади расположен памятник святому Вацлаву. Также на данной площади находится знаменитое кафе «Вытопна», которое так привлекает туристов своей необычной задумкой. Блюдо или напиток, который вы заказали, привезет вам паровозик к вашему столу. Наблюдать за этим зрелищем, конечно, интересно, но нужно учитывать, что цены здесь высокие. С ними вы можете ознакомиться на официальном сайте, который указан. Недалеко от Национального музея расположена Пражская государственная опера. Прогулявшись по площади, можно направиться к храму Святой Людмилы с очень красивой архитектурой. Его посещение бесплатное. Часы работы с 11 утра и до 16:00 дня. Ну а потом можно дойти до Новоместской ратуши, где также есть возможность полюбоваться Прагой с высоты. Для этого нужно будет подняться на башню по 221 ступеньке. Часы ее работы с 10 утра и до 18:00 вечера. При этом цена билета в 3 раза дешевле, чем за подъем на Староместскую или Пороховую башню, а вид открывается ничуть не хуже. И учитывайте, что оплата возможна только наличными и чешскими кронами, евро не принимают. Далее можно прогуляться до костела святого Игнатия Лойолы, который находится на Карловой площади, рядом с одноименной станцией метро. Карлова площадь является одной из самых крупных площадей Чешской Республики. Недалеко от нее находится православный храм, пройдя который можно дойти до популярного в Праге танцующего дома с необычным и неординарным дизайном, который очень выделяется среди исторической архитектуры Праги, чем и привлекает многих туристов. Чуть дальше от него расположен дворец Жофин, где проходят концерты и выставки. А далее можно либо прогуляться, либо доехать до древней крепости Вышеград со средневековой атмосферой, расположенной на холме. Посещение крепости бесплатное. Здесь можно прогуляться по парку и осмотреть снаружи красивую церковь святых Петра и Павла. Вход в нее платный и составляет 130 крон или около 5 евро.
Также на территории можно увидеть ротонду Святого Мартина, которая является самой большой и старой из сохранившихся ротонд Праги, и бесплатно полюбоваться городом с высоты, поскольку крепость расположена на холме и здесь есть несколько смотровых площадок. В конце пути вы обнаружите Леопольдовы ворота, а еще чуть дальше Таборские ворота. Они являются главным входом на территорию крепости Вышеград, откуда многие и начинают свою прогулку. Если сюда идти пешком, то дорога займет минут 25. До Вышеграда можно добраться и на трамвае 17 или 27, сев на остановке Ераскова на месте, которая расположена возле танцующего дома, и проехав 2 остановки, выйти на Витон. После чего, пройдя 800 метров, вы попадете в Вышеград. Обратно в отель можно доехать на метро. От Таборских ворот в 7 минутах ходьбы расположена станция красной ветки метро Вышеград, на которой можно доехать до станции Качеров, куда мы уже приезжали, когда ехали в центр города. И ехать 4 остановки. При этом направление и конечная станция у поезда будет Гая. Далее нужно будет с метро пересесть на автобус с номером 193 или 138 на одноименной остановке Качеров и доехать до остановки Икем, откуда начинался наш путь и недалеко от которой расположен наш отель. На этом и закончился первый день в Праге. Во второй день можно осмотреть другой левый берег Праги, где находится главная достопримечательность Пражский град. Для этого мы также сядем в автобус на остановке Икем и доедем до остановки Качеров, после чего пересядем в метро на одноименной станции и доедем до станции Музеум, где пересекаются 2 ветки метро, красная и зеленая. Пересев на зеленую ветку, нам нужно будет выйти на станции Малостранска, ехать 3 остановки. Выйдя из метро, мы уже окажемся на левом берегу реки Влтава, где и можно будет начать осмотр первых достопримечательностей этой части Праги. Первое, что можно будет посетить, это Вальштейнский сад, вход в который, кстати, бесплатный. Здесь вы сможете полюбоваться рыбками, павлинами и скульптурами. Также на территории находится одноименный дворец и имеется платный туалет за 1 евро. Возле парка расположена еще одна интересная достопримечательность – музей Сливовицы, где проводится экскурсия по производству алкогольных напитков. Сливовица – это сливовое бренди. Экскурсия проводится на разных языках, в том числе и на русском. В конце дают продегустировать напиток ранних годов выпуска. Также есть возможность купить бутылочку с собой. Цена билета не самая низкая и стартует от 18 евро, но, судя по отзывам, вполне себя оправдывает. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте, который указан. Если идти дальше, то вы будете проходить мимо Баяновых садов, самых древних садов Праги, которые славятся наличием большого количества ручных павлинов. Пройдя эти сады, вы дойдете до музея Франца Кафки, где представлены рукописные тексты писателя, фото и дневники. Цена билета есть на официальном сайте. Возле музея вы увидите необычную скульптуру-фонтан писающих мужчин, которая так привлекает туристов. Рядом также расположена еще одна знаменитая достопримечательность – самая узкая улочка в Праге, которая соединяет 2 здания и снабжена светофорами с каждой из сторон, поскольку ее ширина не позволяет пройти сразу 2. Ну а дальше можно направиться к стене Джона Леннона с граффити и дойти до церкви Богородицы Торжествующей, вход в которую бесплатный. Недалеко от нее расположен Вртбовский сад, стоимость посещения которого составляет 130 чешских крон или около 5 евро. Здесь есть как фонтан, так и скульптуры с симпатичными газонами. Сад состоит из нескольких ярусов с подъемами по ступенькам. На верхней террасе расположена обзорная площадка с видом на Прагу. Пройдя чуть дальше, вы дойдете до очень красивой церкви Святого Николая, которая ничуть не уступает знаменитому собору Святого Вита. Цена за вход составляет 5,5 евро. Ранее для украинцев вход был бесплатный. Возле церкви находится чумная колонна Святой Троицы. Она расположена в центре Малостранской площади. Ее высота составляет 20 метров. Если пройти чуть левее, то вы дойдете до Кайзерштейнского дворца, где с открытой террасы можно полюбоваться красивым видом на Градчаны. Вход в него бесплатный. Возле него, кстати, есть общественный туалет стоимостью 20 крон. Оплата в евро не принимается. Рядом также расположен костел Святого Фомы, симпатичная церковь в стиле барокко. Внутри также очень красиво, потолки украшены фресками.
а возле костела находится церковь Святого Иосифа. Ну а далее можно будет прогуляться до музея алхимии и магии. Цена билета составляет около 10 евро. Рядом с музеем имеется кафе, где необычно подают дымящиеся коктейли. Ну а потом можно прогуляться по Нерудовой улице, увидеть дом у двух солнц и посетить пражскую Лорету с впечатляющей архитектурой как снаружи, так и внутри. Цена билета составляет 230 чешских крон или около 9 евро. Часы работы каждый день с 10 утра и до 17:00 вечера. Далее можно дойти до красивого Тосканского дворца и увидеть Градчанскую площадь, одну из самых посещаемых площадей Праги, которую окружают исторические дворцы и музеи. Именно она являлась частью так называемого Королевского пути, ведущего в Пражский град. В северной части данной площади находится архиепископский дворец. Он расположен прямо у главного входа в Пражский град. На сегодняшний день, как и сотни лет назад, здесь располагается резиденция архиепископа Праги. Ворота Матиаша являются входом в Пражский град. Если сюда прийти к 12:00, можно застать смену караула. Лучше приходить пораньше, чтобы занять хорошее место, поскольку людей здесь, как правило, много. Основное зрелище происходит во дворе, так что стоит держаться ближе решетки забора. Вход в Пражский град бесплатный. Однако посещение многочисленных дворцов и музеев осуществляется за отдельную плату. Нет одного общего билета на все дворцы. Зайдя на территорию комплекса, первое, что вы увидите, будет собор Святого Вита. Очень красивый как снаружи, так и внутри. Он расположен на самой вершине холма. Цены на входные билеты есть на официальном сайте, который указан. Возле него расположен старый королевский дворец, который был построен в конце IX века, как княжеская резиденция. Цены на билеты есть также на официальном сайте. Имеется возможность купить общий билет для посещения сразу нескольких мест. К примеру, за 450 чешских крон или около 18 евро можно посетить сразу Королевский дворец, собор Святого Вита, церковь Святого Георгия и Золотую улицу. Возле собора Святого Георгия расположена церковь всех святых в стиле готического ренессанса. Если идти чуть дальше, то вы дойдете до Золотой улицы Злата улочка. Это старинная улица Праги, расположенная в Пражском граде. Здесь вы увидите маленькие цветные домики по бокам, где продают различные сувениры, которые по ценам выше, чем в старом городе. Кстати, вход на улицу платный, однако после 17:00 ее посещение становится бесплатным. Недалеко от Золотой улочки расположена старая башня Далиборка, которая служила тюрьмой и пыточной камерой, а сегодня здесь располагается музей. Возле нее расположена Черная башня, которая находится на выходе из Пражского града. Она была построена как оборонительное сооружение. Кстати, здесь имеется смотровая площадка абсолютно бесплатная, и где открывается очень красивый вид на Прагу. Ну а дальше можно направиться к станции зеленой ветки метро Малостранска, чтобы доехать обратно в отель. Идти там несколько минут. Сев в поезд, нужно выйти на третьей остановке Музеум с направлением поезда Скалка. После чего из зеленой ветки метро перейти по указателям на красную ветку и, сев на одноименной станции в поезд, доехать до станции Качеров с направлением поезда Гая. Ехать 6 остановок. Ну а дальше, как и в первый день, нужно выйти из метро и сесть в автобус 138 или 193 на той же остановке Качеров и доехать до остановки Икем. Что же касается недорогих кафе, где можно бюджетно перекусить, на карте я указала некоторые из них. В частности, выделяют кафе с самообслуживанием Хавелска Коруна, где в районе 50 евро можно сытно поесть. При входе вам выдают талончик, на котором отмечают все, что вы выбрали из блюд. При выходе вы показываете талончик и оплачиваете заказ. Здесь в основном чешская кухня. Среди национальных чешских блюд выделяют говяжий гуляш с кнедликами, свиную рульку, чесночный суп, в общем, многие блюда на основе мяса. Еще одним подобным заведением является столовая Светозор. Выбор блюд здесь небольшой, но порции огромные, поэтому спокойно можно делить сразу на двоих. Данное кафе расположено в торговом центре. Следующим недорогим кафе является кафе Биас.
где также можно поесть в районе 6-7 евро. Если прийти за час до закрытия кафе, то будет скидка 30%. Если же прийти за 15 минут, то скидка составит уже 50%. Также выделяют студенческую столовую. Правда, она работает с 11 утра и до 14:00 дня. Цены тоже достаточно бюджетные, а для студентов имеется еще и дополнительная скидка. Еще расхваливают кафе «Успевачку», расположенное в центре Праги. Порции, говорят, большие и по доступной цене, где можно отведать свиную рульку и другие блюда национальной кухни Праги. В заведении «Паприка» можно отведать шаурму. Цены здесь тоже достаточно бюджетные и порции хорошие. Также выделяют кафе под Вышеградом. У всех этих заведений есть официальные сайты, где можно ознакомиться с меню. Кстати, учитывайте момент, что в Праге в основном ходят чешские кроны, а не евро, а карту принимают не везде, поэтому лучше иметь при себе их валюту. Если будете использовать обменные пункты, выбирайте арабские, там нет комиссии. Один из них расположен как раз сразу возле станции метро Мустек, куда мы приезжали. Еще в Праге, как и во многих других городах, проводят бесплатные экскурсии по разным направлениям. В текстовом документе «Инструкция Праги» я дам ссылки на сайты, где можно будет выбрать дату и посмотреть время и место проведения той или иной экскурсии. Также в Праге проходят такие мероприятия, как Ночь музеев и Ночь костела. В 2024 году Ночь костелов проходила 7 июня. В этот день многие храмы и церкви можно было посетить бесплатно. Их списки есть на официальном сайте. А 15 июня этого года проходила Ночь музеев. Так что при желании можно подгадать свой приезд на будущие даты. Правда, людей, конечно же, в эти дни будет очень много, так что приготовьтесь отстоять очередь. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией к путешествию.